Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня я для вас подготовила вот такие слитки. Слитки очень яркие, красивые, смотрятся интересно, вяжется легко. Данные слитки я вязала на размер ножки 35-37. Слитки я вязала из пряжи Alizella на Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Вязала спицами 3,5 миллиметра. Прежде чем приступать к вязанию таких слитков, давайте разберемся с принципом их вязания. Слитки состоят из такой вот заготовки. Заготовка цельно вязаная, и для правого и левого слитка заготовки у нас отличаются. Я нарисовала, как выглядеть должны наши заготовки. Одна вот таким вот образом, вторая вот таким. Мы с вами рассматриваем первый вариант. Смотрите, когда мы вяжем один следок, у нас узор идет вот с этой стороны, а когда мы будем вязать второй следок, у нас узор будет вот с этой стороны. И выемка одна вот так вот расположена, вот как на этом рисунке, а вторая будет вот так вот, как на этом рисунке. Для каждого размера ножки заготовки будут разной длины. Ширина стандартная. Моя ширина заготовочки 10,5 сантиметров, а вот длина для каждого размера будет разная. Получается, я вяжу слитки на размер ножки 35-37. И я оставлю таблицу, где для каждого размера ноги соответствует своя длина стопы. Я возьму средний размер 36, и для 36 размера соответствует длина 23 сантиметра. Так как наш следок с одной стороны идет, и также с другой стороны, я наши 23 сантиметра умножу на 2, и у нас получается 46 сантиметров. Я от 46 сантиметров отниму 6 сантиметров на растяжение. Так как у нас вот хорошо полотно тянется, у меня это получается 40 сантиметров. Получается, моя заготовка для размера 36 должна быть 40 сантиметров. Но данный следок подойдет на ножку от 35 до 37 размера. Но так как вот у нас идет выемка такая вот, я вот именно на вот эту вот часть оставляю 5 сантиметров. Закрытие петель у меня составляет 5 сантиметров, и верхняя часть также 5 сантиметров, чтобы наши края при сшитии сошлись. И получается, так как у меня после закрытия петель 5 сантиметров, получается, основное полотно до закрытия у меня должно составить 35 сантиметров. Общее полотно 40 сантиметров, как мы и рассчитывали. Вы также оставляете на вот этот уголочек 5 сантиметров. Что касается закрытия петель, у меня каждая моя полоска состоит из 4 рядов, либо 2 платочных дорожек. Получается, когда мы вяжем выемку с вот этой стороны, я сначала провязывала 4 ряда ниточкой зеленого цвета, потом в следующем 5-м ряду я закрывала петли, а здесь продолжала вязать далее вот желтый 4 ряда, белый 4 ряда, зеленый 4 ряда. С этой стороны я рабочие ниточки отрезала и спрятала на изнаночную сторону. Когда мы меняем цвета, ниточки рабочие не обрезаем, а просто поднимаем их выше, перекручивая рабочие нити вот с этой стороны. И у нас вот таким вот образом выглядит изнанка. В том случае, когда вам нужно закрыть петли с этой стороны, а рисунок идет с этой вот стороны, в 4-м изнаночном ряду сначала закроете петли, а потом продолжите вязать рисунок. Ниточки вот с этого края вам не надо будет обрезать. Надеюсь, что принцип данных слитков вам понятен. Оставайтесь на канале, и мы с вами попетельно свяжем данные слитки. Берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию вместе со мной. На спице 3,5 миллиметра я набираю 21 петлю. Набираю на 2 спицы, чтобы край мой был эластичен. Первый ряд. Первая кромочная петля на протяжении всего вязания будет сниматься, не провязывая. И далее все петли вяжем лицевыми. Последняя кромочная петля также на протяжении всего вязания будет вязаться изнаночной петлей.
После того, как мы провязали первый ряд, сейчас я буду присоединять ниточку желтого цвета. И далее я буду каждым цветом вязать по 4 ряда. Получается, у меня желтой ниткой будет провязано 4 ряда. Кромочная петля, когда идет у нас смена цвета, вяжется лицевой, не снимается. И далее вяжем 11 лицевых петель. Далее петлю снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой. Следующие 2 петли вяжем лицевыми. Далее петлю также снимаем, рабочая ниточка за работой. 2 лицевые. И третью петлю снимаем, рабочая ниточка за работой. 1 лицевая и кромочная. У нас получается на спице получилось 3 зеленых петли, которые мы снимали, не провязывая. Все остальные желтого цвета. Второй ряд нитью желтого цвета. Первая кромочная петля снимается, не провязывая. Далее вяжу 1 лицевая. Следующую зеленую петлю нам надо также снять, как и в предыдущем ряду, только рабочая ниточка перед работой. 2 лицевые петли. Зеленую петлю снимаем, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. 2 лицевые петли. Следующую зеленую снимаем петлю, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. И далее все петли лицевыми, последняя петля кромочная. Далее у нас идет третий ряд нитью желтого цвета. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И далее все петли я вяжу лицевыми до первой зеленой петли. Получается, в третьем лицевом ряду мы эти петли также будем снимать. Рабочая ниточка за работой. 2 лицевые. Зеленую петлю мы снимаем. 2 лицевые. Зеленую петлю мы снимаем. 1 лицевая и кромочная. Четвертый ряд нитью желтого цвета. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее вяжу 1 лицевая. Далее у нас вот идет зеленая петля. И именно в четвертом ряду желтой нити мы зеленые петли будем провязывать изнаночными. Только обязательно смотрите с лицевой стороны, чтобы петля у нас зеленая не была перекрученная. Потому что когда вот у нас следочек готов, вот эти вытянутые петли, которые мы снимали, не провязывая, очень хорошо видны. И если они получатся перекрученные, это очень будет заметно. Далее получается 2 лицевые петли. Зеленую петлю мы вяжем изнаночной. 2 лицевые. Изнаночная зеленая петля. И далее я вяжу все петли лицевыми. Последняя петля будет вязаться изнаночной. Мы с вами провязали 4 ряда нитью желтого цвета. Теперь нам надо присоединять нить белого цвета. И повторяем также вязать, как мы вязали нитью желтого цвета, повторяя с 1 по 4 ряд. Получается, присоединяем нить белого цвета. Первая петля провязывается лицевой, так как у нас идет смена цвета. И далее вяжем 11 лицевых петель. Следующую петлю мы снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой. Так же, как мы вязали первый ряд нитью желтого цвета. Далее 2 лицевые. Следующую петлю также мы снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой. 2 лицевые. Петлю снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой. 1 лицевая и кромочная. Далее получается второй ряд нитью белого цвета. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее 1 лицевая. Следующую вот желтую петлю я также буду снимать, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. 2 лицевые. Петлю снимаем, не провязывая. 2 лицевые. Петлю снимаем, не провязывая. И далее все лицевые петли вяжем, последняя кромочная. Чтобы больших протяжек у нас не образовывалось, мы вот так вот перекрутим 2 нити с белой
И эти две рабочие нити у нас поднялись на пару рядов. Стараемся вот так вот поднимать в каждом лицевом ряду. Нити ни в коем случае не обрезаем. И далее вяжем третий ряд ниточкой белого цвета. Первую снимаем петлю, далее все петли вяжем лицевыми до первой желтой петли. Желтую петлю снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой. Далее 2 лицевые. Одну петлю снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой. 2 лицевые, петлю снимаем. 1 лицевая и кромочная. Четвертый ряд нитью белого цвета. Как мы помним, в четвертом именно ряду вот эти вот петли, которые мы снимали, они у нас сейчас желтого цвета, мы их будем провязывать изнаночными. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая, далее 1 лицевая, желтую петельку я вяжу изнаночной. Обязательно смотрим, чтобы петли не получились перекрученные с лицевой стороны. 2 лицевые, изнаночная 1. 2 лицевые, изнаночная 1. И далее вяжем все петли лицевыми, последняя кромочная вяжется изнаночной. Смотрите, вот кончики, которые у нас от нити остались, они нам не нужны. Мы по изнаночной стороне спрячем, закрепим и обрежем. Вот один зеленый, желтый и белый кончик. Мы с вами провязали, вот зеленым начали, желтую полосу из 2 платочных дорожек мы с вами провязали и белую полосу из 2 платочных дорожек. 2 платочные дорожки составляют 4 ряда. И далее будем повторять зеленый, желтый, белый, зеленый, желтый, белый. Получается, с изнанки берем нить зеленого цвета и будем теперь 4 ряда вязать нитью зеленого цвета. Первую петлю кромочную я провязываю лицевой, так как у меня идет смена цвета. И далее 11 лицевых петель. Следующую петлю я буду снимать, не провязывая, рабочая ниточка за работой. 2 лицевые петли, следующую также снимаю, не провязывая. 2 лицевые, петлю снимаю, не провязывая. 1 лицевая и кромочная. Далее вяжете самостоятельно еще 3 ряда нитью зеленого цвета. Получается, во втором изнаночном ряду мы вот эти белые петли будем также снимать, рабочая ниточка перед работой. В третьем лицевом ряду мы белые петли снимаем, рабочая ниточка за работой. И в четвертом изнаночном ряду мы эти белые петли будем провязывать изнаночными петлями. Все зеленые петли на протяжении всех 4 рядов мы вяжем лицевыми. Встретимся, когда провяжем 3 ряда нитью зеленого цвета. Я провязала 3 ряда нитью зеленого цвета. Вот такой вот результат у меня получился. Далее, получается, вяжем данные 4 ряда ниточкой желтого цвета, потом белого, потом обратно зеленого. И так мы, чередуя цвета, вяжем на такую высоту, которую мы рассчитали в самом начале видео. Мое полотно буду вязать на высоту 35 сантиметров. Я вывязала основное полотно моего слитка. Если померить в сантиметрах, это у меня получается вот 35 сантиметров, как мы и рассчитывали. У вас это должно быть число, которое вы рассчитали для своего размера ножки в самом начале видео. Далее мы с вами будем закрывать часть петель. Смотрите, когда мы вязали рисунок, наш был не с этой стороны, а с этой. Получается, мы закрывали вот эти петли, а эти петли у нас оставались с рисунком. Получается, мы закрывали их в 4-м изнаночном ряду. Когда мы провязывали 4-й ряд ниточкой зеленого цвета, мы сначала закрыли петли, а потом продолжили вязать рисунок. В нашем случае, который у меня сейчас, у нас не получится закрыть в изнаночном ряду. Получается, я провязала все 4 ряда ниточкой зеленого цвета. И сейчас я сначала закрою мои петли. Закрываем, получается, 10 петель. У нас останется на спице 11 петель. Первая кромочная петля снимается.
Следующая петля вяжется лицевой. И теперь первая петля набрасывается на вторую, и у нас получается одна петля. Мы с вами закрыли одну петлю. Одна лицевая, первая петля набрасывается на вторую. Закрыли вторую петлю. И так нам надо закрыть все 10 петель. У нас должно остаться 11 петель на спице. Закрываем не сильно туго, чтобы край наш был эластичен. Я закрыла 10 петель. Получается, у меня сейчас на спице осталось 11 петель. Рабочие ниточки с этого края мы обрезаем. Кончики эти спрячем по изнаночной стороне самостоятельно. И далее будем присоединять эти же ниточки, которые мы обрезали вот с этого места. И продолжать вязать рисунок наш, так же как мы вязали, каждым цветом по 4 ряда будем еще в высоту примерно 5 сантиметров. После зеленого цвета у нас идет ниточка желтого цвета. Я присоединяю нить желтого цвета. Первая петля, так как у нас смена нитей, провязывается лицевой. И далее вяжем по рисунку. Одна лицевая, одну петлю снять не провязывая, рабочая ниточка за работой. 2 лицевые. Одну петлю снять не провязывая, рабочая ниточка за работой. 2 лицевые, одну петлю снять, одна лицевая и кромочная. Второй ряд ниточкой желтого цвета, кромочную снимаем, одна лицевая, одну петлю снять, рабочая ниточка перед работой. 2 лицевые, одну петлю снять. 2 лицевые, одну петлю снять. Одна лицевая и кромочная. В этом месте я перекрестила ниточку зеленую с желтой, чтобы протяжек больших также не образовывалось. И вяжем 3-й ряд ниточкой желтого цвета. Первая петля кромочная, вторая лицевая, одну петлю снять не провязывая. Лицевые 2, одну петлю снять не провязывая. 2 лицевые, одну снять, одна лицевая и кромочная. 4-й ряд ниточка желтого цвета. Первая кромочная, одна лицевая, зеленая петля вяжется изнаночной. 2 лицевые, зеленая петля вяжется изнаночной. 2 лицевые, зеленая петля вяжется изнаночной. Одна лицевая и кромочная. И таким образом мы далее с вами будем присоединять ниточку белого цвета. Получается так же, как мы связали с вами основное полотно, только будем вязать эти 11 петель на высоту примерно 5 сантиметров, чтобы вот этот край и вот этот верх, который шел край, были одинакового размера. Вот получается у меня, которые петли я закрыла, вот у меня 5 сантиметров получилось. И вверх я еще провязала дополнительно 5 сантиметров. У меня вот, смотрите, вот эти вот 2 шва одинаковые получились. В итоге моя деталь 40 сантиметров, 35 до закрытия петель и 5 сантиметров после закрытия петель. У вас это должны быть ваши сантиметры, которые вы рассчитывали. Далее мы с вами закрываем петли и сшиваем следок. Первая кромочная петля снимается не провязывая. Далее вяжем 1 лицевая, петлю первую набрасываем на вторую. 1 лицевая, первую петлю набрасываем на вторую. 1 лицевая, первую петлю набрасываем на вторую. Итак, мы закрываем все петли. Все петли закрыты, у нас осталась одна открытая петля. Обрезаем кончик, получается, вдеваем рабочую нить в петлю и затягиваем. Дальше эту рабочую ниточку просто спрячем. Вот такая вот заготовка для следка у нас с вами получилась. Теперь мы будем сшивать наш следок. Сначала мы сошьем 1 шов. Далее, получается, нам надо сшить 2 шов и всю подошву.
Я вдела в иголочку с широким ушком нитку, вдеваем иголочку в самый-самый уголочек, ниточки никакие не закрепляем, потом просто их спрячем по изнаночной стороне. И будем сшивать, смотрите, каким образом. Получается, с этой стороны мы сшиваем задушку от платочной дорожки, она идет сразу за кромочной косичкой. А с этой стороны мы сшиваем задушку, которая находится между кромочной косичкой и платочной дорожкой. Вот за внутренние вот эти вот петли. С другой стороны. С одной стороны получается задушку от платочной дорожки. С другой стороны за вот эти вот петли, которые идут между кромочной косичкой и платочной дорожкой. И так вы сшиваете весь шов до конца. Только смотрите, чтобы он шел у вас равномерно, стороны сходились. Вот я сшила мой шовчик. Вот совсем он незаметный, аккуратный получился шов. Теперь далее мы с вами сошьем подошву. Подошву немножко будем по-другому сшивать. Сшиваем подошву задушки от кромочной петли. Вот за одну дужку от кромочной петли вводим иголочку снизу вверх с одной стороны. И теперь с другой стороны вводим иголочку снизу вверх. С одной стороны. И также с другой стороны. Получается задушку от кромочной петли. С одной также стороны, с другой стороны. Ориентируйтесь не на кромочные петли, а чтобы шов, главное, шел равномерно. И все аккуратно сшилось. Получается, пришиваем вот этот вот наш край к подошве. Я пришила данный уголочек к подошве. Теперь вот складываем данное полотно и пришиваем вот эту вот часть далее. Сначала фиксируем за 2 дужки кромочной петли. А далее сшиваем таким же образом. Вводим иголочку в дужку от кромочной петли с одной стороны. И также со второй стороны. С одной стороны. И также со второй. И так получается, вы сшиваете далее до конца. В конце, когда у нас останется 6 петель, примерно по 3 петли с каждой стороны, мы эти 6 петель дальше не прошиваем, а просто стягиваем, чтобы вот на пяточке получился вот такой вот красивый уголочек, не острый. Получается, сшиваем далее, встретимся, когда останется примерно 6 петель по 3 петли с каждой стороны. Вот я сшила мою подошву. Смотрите, шов ни с какой стороны не выступает, и дискомфорта вашей ножки никакого не принесет. Вот так вот он выглядит с лицевой стороны, вот таким вот образом с изнанки. Никаких выступлений, ничего нету. У нас здесь осталось примерно петель 6. Пропускаем иголочку сквозь все петли кромочные. И теперь выводим иголочку на изнаночную сторону и просто затягиваем. Шов, смотрите, чтобы оставался эластичным, не затянулся у вас. Теперь ниточку закрепим по изнаночной стороне и сошьем последний шов. Я ввожу ниточку вот сюда в самый-самый центр. Кончики обратно никакие не закрепляем, потом просто эту нить спрячем по изнаночной стороне. И будем сшивать данный шов так же, как мы сшивали вот этот вот первый шовчик. Сшиваем не за кромочные петли, а сразу за кромочной петлей вот идут дужки от платочной дорожки. Вот с одной стороны, а со второй, как у нас и в прошлый раз было, идут вот дужки между кромочной косичкой и платочной дорожкой. Здесь вот задушки от платочной дорожки, которые идут сразу за кромочной петлей.
с этой стороны дужки, которые находятся между кромочной косичкой и платочной дорожкой. Здесь тоже больше ориентируйтесь, чтобы шовчик ваш шел равномерно. И сшиваете таким же образом далее весь шов до конца. После того, как мы сшили вот данный шов, я вот возьму манекен и примерю данный следочек на ножку. И вот, видите, мне хотелось бы еще этот следочек немного стянуть. Я вот сошью еще просто вот таким вот ровным полотном, как мы сшивали данный шов. Примерно 3 сантиметра выше, чтобы следок хорошо вот сел и точно никуда не спадал. Вы померьте на свою ножку и отрегулируйте данный вот этот вот верхний шов под свою ножку. Если вам хорошо и без этого шва, тогда можете не сшивать. Я вот немножко еще сошью. Далее я ввожу вот с одной стороны иголочку в дужку от платочной дорожки, с другой стороны получается также в дужку от платочной дорожки. С одной стороны в дужку от платочной дорожки, которая находится сразу за кромочной косичкой, и с другой стороны в дужку от платочной дорожки. И так я, получается, буду сшивать далее примерно вот сантиметра 3. Вот я стянула далее шов, чтобы следок хорошо сел на ножку и никуда не спадал. Вы регулируете этот вот шовчик по своей ножке. Он очень красиво смотрится, аккуратный и совсем незаметный. Далее ниточку выводим на изнаночную сторону и закрепим ее. И далее мы с вами сделаем обвязку. Для обвязки данного следка я возьму ниточку зеленого цвета и начнем обвязывать вот с самого центра нашего следка. Берем крючок примерно 3-3,5 миллиметра. Узелочков здесь никаких не завязываем, также просто ниточку спрячем по изнаночной стороне. Обвязываем столбиками без накидов. Вводим крючок в каждую кромочную петлю. Вот у нас получилось 2 петли на крючке и просто их соединяем. В следующую кромочную петлю ввели крючок, обратно 2 зеленые петли на крючке и соединяем их. И так мы обвязываем полностью по кругу наш следок. Сильно не затягивайте данную обвязочку. И таким вот образом далее обвязываете до конца, до этого места, где мы с вами начинали. Полностью весь следок. Вот мы дошли до самого уголочка, где мы начинали делать обвязку. Теперь вот крючок заводим за первую зеленую косичку. И также вот делаем столбик без накида. Далее делаем воздушную петлю. Вот кончик обрезаем, вытягиваем данную ниточку и прячем ее по изнаночной стороне. После того, как мы с вами сшили весь следок, сделали обвязку, у нас вот такой вот результат с вами получается. Вот этот вот шовчик, который я делала, смотрите по вашей ножке. Если вам он нужен, тогда обязательно сделайте. Если вам нужно побольше, делайте этот шовчик побольше. Очень красивые следки, на подошве шов совсем без каких-либо выпуклостей, ровненький, никакого дискомфорта ножки вам не принесет. Вот такие вот у нас красивые следки, оригинальные, очень эффектные получились. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.